Всем привет! Очень рад вас видеть на моем канале. Сегодня я поделюсь с вами с еще одним очень интересным, уникальным инструментом, цель которого облегчить ваши рабочие процессы управлением большим количеством сайтов, даже и небольшим количеством сайтов, и работать, например, с более максимально нагруженными сайтами. То есть мы сегодня поговорим о панели управления VPS. В данном случае я хочу вам рассказать про xCloud. Все мы прекрасно знаем, что существует много, в том числе shared хостингов, на которых, в принципе, достаточно размещать большинство сайтов. Но если у вас сайт очень высоко нагружен, либо это WooCommerce, то вы прекрасно понимаете, что уже нужно, например, либо размещать на дорогих хостингах, и есть большое количество ограничений у этих хостингов. Ну, либо использовать VPS. Есть бесплатные панели для управления VPS. Можно просто напрямую разворачивать WordPress на VPS. Ну, бесплатные, такие как киберпанели и так далее, фаст-панели, их очень много, но если у вас там 1, 2, 3, 5 серверов, и все находятся в разных местах, то вам приходится помнить пути доступа, управлять всеми, заходить в каждой отдельности, и это очень-очень неудобно, когда вы имеете много терминалов, подключений, кодов и так далее. На xCloud решает эту боль. Это единая панель управления, дашборд можно назвать, который объединяет все. То есть вы подключаете к ней свои сервера от любых провайдеров. Это можно сделать автоматически, можно сделать вручную. И управляете все из одного окна, в том числе и вашими WordPress-установками, обновлениями, плагинами и так далее. Как видите, то есть это все в одном, то есть вы подключили и пользуетесь, в том числе и собственные. В том числе большое преимущество по безопасности. Это одна из немаловажных вещей. То есть здесь начиная от выпуска сертификатов, в том числе и Cloudflare, и в том числе все сайты изолированы. Большинство хостингов даже этого не умеют делать. И если один сайт был заражен, то вы заразите все сайты, и, соответственно, вы это прекрасно понимаете. Здесь каждый сайт изолирован, то есть продумано до безопасности. Также защищенность FTP, SSH, есть failban не только для сервера, но и на стороне непосредственно уже приложения, в том числе и WordPress, это большой плюс, и это все уже из коробки. Автоматический firewall, Firewall 7G, 8G, который вы прекрасно тоже знаете. Вы его можете, конечно, это вручную, но это опять же нужно вставлять, скачивать его и вставлять непосредственно в htaccess файлик. Автоматическая проверка и обновление что-то из серверов, то есть это где происходит автоматически тут же. При желании, конечно же, у вас есть уведомление о том, что у вас какие-то плагины, либо на каком-то сайте есть уязвимости, либо вы можете, но это уже платно, подключить патчтаг, который будет применять непосредственно, и стоит это будет $5 в месяц, это дешевле, чем у них там тариф обязательно минимальный, и применять все патчи автоматически. Но это не обязательно, я, к примеру, этого не использую, мне достаточно уведомлений, что есть какие-то это. Ну и существует несколько стеков, кто-то обожает Nginx, LAMP там и так далее, кто-то OpenLightspeed. Из моей практики, сколько я тестировал, лучше всего для высоконагруженных серверов, конечно, подходит Lightspeed сервера. Они имеют меньше нагрузки и выдерживают большее количество посетителей. Управление полностью кэшированием в одной коробке, ну, естественно, как и же безобъектного кэша, в том числе, там, Redis, MM-кэш и так далее. Ну, и все в один клик, есть уже готовая конфигурация. Если мы говорим о Nginx, не нужно будет мучиться там для WP-Rocket, Lightspeed, WP-Tool Creation и так далее. То есть это все будет работать из коробки.
управляете всеми хостингами. Есть большой плюс тот же управление DNS-менеджмент от Cloudflare, потому что я, например, раньше пользовался сервер Avatar, там это есть, но, опять же, для каждого сайта нужно создавать собственные, переходить, подключать по API. Это очень-очень неудобно с этими ключами. Здесь вы один раз его настроили, вы управляете все, опять же, всеми DNS непосредственно на VX Cloud, и запускается автоматически, выпускаются сертификаты. Если вам нужно поддомен, он вам автоматически тут же все создаст. Никакие DNS-записи, ничего прописывать не надо. Уведомления через WhatsApp, Telegram, управление имейлами у них есть, они предоставляют. Вы можете подключить собственный SMTP, вы можете использовать PHP-mail и так далее. Ну и для безопасности, естественно, вы можете подключать, в том числе по SFTP места хранилища, куда будут храниться ваши бэкапы. Вы прекрасно знаете, что бэкапы должны храниться на другом сервере. У всех VPS они отсутствуют по умолчанию. Соответственно, либо те же S3 хранилища есть уже готовые интеграции, либо вы можете настроить практически с любым, в том числе самохостом, либо если вы используете дома NAS, то вы в том числе туда также. То есть, ну и много-много всего по безопасности, выбор MariaDB, либо MySQL базы данных и тому, то есть безграничное количество судопользователей вы можете создавать под каждый проект, на каждом приложении их несколько, давать им определенные роли, и каждый может выполнять определенную суть, это тоже для безопасности. И это все в первую очередь в отличном варианте, как для новичков, без какого-то знания DevOps, потому что вот в этом здесь, например, сколько я пытаюсь изучить эту тему, да, я много знаю, умею работать с терминалом, но здесь это все из коробки работает автоматически в течение 2 минут. Безграничное количество публикаций, лог-файлы, автоматический cron-job. Да, конечно, можно его крон настроить, как работает WordPress, либо одной кнопочкой он будет управляться у вас уже на сервере, то есть не нужно будет заходить в wp-config и переключать, либо также настраивать остальные под любого пользователя. Любые команды, которые вам нужны, чтобы вы могли разворачивать, тоже все с одной панели. Вы это можете делать сразу там на 10, 20, 50 сайтов и так далее. Безопасность по IP-доступам и клонирование серверов полностью, и не только серверов, но и любых приложений и так далее. Я расскажу сегодня, как я использую и для чего использую. То есть те же мои Blueprint настроенные сайты, которые уже полностью с настройкой. То есть я могу развернуть любой стек под любую основные сайты. То есть мне нужно, допустим, с тем же WooCommerce, с тем же Brix и с другими плагинами, с определенными настройками. Потому что все вы прекрасно знаете, сколько времени занимает с нуля это настраивать. Я его постоянно поддерживаю в лучшем варианте. Если у меня какой-то стек меняется, я там меняю плагин. И, в принципе, за 2 секунды я могу его развернуть, и у меня уже готова рабочая среда под новый проект. Очень удобно управление PHP. Опять же, когда xCloud только запускался, это было чуть больше года назад, они в основном позиционировали себя супер настроенной хостинг непосредственно и управление под WordPress. На сегодняшний день он содержит управляется не только WordPress, то есть вы можете развернуть любое приложение, начиная от Laravel, заканчивая N8N и так далее. То есть тот же синхронизация с GitHub, push через GitHub по приложению и тому подобное. То есть это все работает на сегодняшний день из коробки. Бэкапы, в том числе как и глобальные, также и инкрементные бэкапы, баз данных, приложений к себе на любые сервера, все, что вы хотите. Выбор любые PHP, их автоматическое обновление, ручное обновление, подключение тех, которых вам нужно, дебагинг уже из коробки, как я уже говорил, SSH, HTTP,
Ну и вы можете мигрировать с других непосредственно с той же cPanel, Plesk и так далее, массово мигрировать сайты. Очень удобное управление базами данных. Есть как и админтер, так и PHP-MyAdmin, если это необходимо. Управление WordPress сайтами, в том числе мультисайтами с одного места. То есть вы можете тут же обновлять плагины, подключать их, удалять, настраивать. Очень часто у вас бывают какие-то там проблемы. У вас вы обновили плагин, у вас сайт лег, белый экран, и чтобы не ходить переименовывать каждую папку, это, конечно, можно сделать глобально, либо зайти, просто переключить галочкой, и плагин выключился, и вы, соответственно, получили доступ в админку. Внешние базы данных можете подключать, файловые менеджеры, восстановление, все в один клик, в том числе и из других, отключение индексации сайтов, клонирование сайтов через GitHub, если вы хотите. И, соответственно, вы можете настроить себе еще Blueprint сайты. Я еще в основном это не использую, и у меня был, так как я в основном по серверу, у них этого функционала нету. Здесь очень большой плюс, да, к сожалению, это будут пустые установки, не будет всех настроек и так далее. Но настройки тоже можно сейчас переносить с помощью тех же JSON файлов, тут с каждого плагина они уже готовы. Да, это немного больше работы, но опять же вы можете создать себе любой блюзин, как вам удобно. Я вам покажу сегодня несколько вариантов. Ну, естественно, мониторинг производительности, ну и отслеживание каких-либо проблем. Легкие редиректы, кастомный Nginx конфиг, вход в один клик WordPress, VP-крон и не VP-крон, и в том числе крон на стороне сервера, отключение, включение сервера, клонирование сайтов, проверка на безопасность, обновление плагинов и управление всем сайтами и темами и тому подобное. Вариантов много, я их могу перечислять бесконечно. White Label, то есть вы можете использовать для управления своими сайтами, продавать услуги непосредственно для клиентов, если это вам необходимо. Ну и управление ролями и так далее. Главная идея этого сайта, то есть этого инструмента, это один пульт от всех ваших сайтов. Как я уже говорил, то есть он решает вашу боль, то есть это единая панель, которая объединяет все. Вы подключаете все сервера с разных и управляете все с одного красивого окна. То есть это ваша централизованная, грубо говоря, командная рубка. Да, придумал же. Его еще можно назвать, вот я бы еще назвал швейцарским ножом, потому что он заменяет сразу и может отправить на пенсию много других дорогостоящих инструментов. К примеру, составлять конкуренцию тому же Cloudways, где вы платите вдвойне, втройне за каждый сервер. Тут вы покупаете серверы, где вы хотите, какие хотите. Ну, конечно же, на серверах экономить не нужно. Есть очень хорошие. Я, например, использую на сегодняшний день Netcap, а также у Xcloud очень хорошие. Ну, и опять же, вы можете использовать те же Contabo, Hetzner популярные и так далее. Это замена cPanel и Plesk, которые прям просто очень мега тяжелые и которые съедают все ресурсы вашего сервера и стоят как крыло от самолета. Да, у него есть хорошие такие конкуренты, такие как RunCloud, но он очень дорогой, и куча функций, и очень недружелюбный для пользователя. Там, чтобы разобраться, нужно получать специальное высшее образование для этого, чтобы пользоваться RunCloud. Либо тот же сервер удобнее, но у них не так быстро все развивается. Здесь эти просто моментально громадные, то есть у них семимильными шагами добавляют много функционала и так далее. Ну и опять же, существует много таких плагинов, то есть вам они не нужны, откажетесь от тех же плагинов миграции, кэширования, плагинов бэкапа, это все будет делаться здесь автоматически на стороне хостинга, то есть не заходя даже на сторону сайта, обновление правильное, то есть управление сайтами, то есть избавитесь и от этих плагинов, которые стоят тоже очень-очень много, то есть
И самое выгодное, что у xCloud есть бесплатный тариф навсегда. То есть как вы можете подключить один свой сервер и держать на нем 10 сайтов бесплатно. Да, конечно же, вы не можете подключить 2-3 сайта бесплатно. Ну, кому-то для новичков, для стартаперов, фрилансеров, либо для, если вы устанавливаете это владельцам сайта, то есть которые не хотят пользоваться вашей поддержкой, то, конечно же, это отличный вариант бесплатно установить, и вы получите практически весь функционал, что вы платный, ну да, ограничение только в количестве самого сервера. И то есть я сегодня вам не просто хочу сэкономить вам кучу денег, но и нервы, потому что быстрый сервер стоит очень-очень дорого, и управлять им это стоит значительно дороже, и тратить на это время, разбираться с настройками и так далее. Поэтому давайте приступим. Я вам все расскажу, в том числе, как я его использую и для каких целей. Я вам тут развернул несколько серверов на сегодняшний день. Просто развернул там 3 сервера, которые у меня есть. Тут отображается просто тестовый сайт я просто создал. 2 клика, чтобы вы это все увидели. Вот такая панель вас приветствует. Как видите, есть в том числе и на русском языке. И это все автоматически работает из коробки. Итак, давайте перейдем к серверам. Сервера устанавливаются очень просто, то есть вот мои 3 сервера. Чтобы добавить новый сервер, вы делаете это все очень просто. То есть вы можете, например, подключиться к любому провайдеру, заранее уже настроить. То есть я уже настроил подключение, ну, допустим, того же Hetzner, и смогу в 2 клика, он создастся непосредственно на Hetzner и создаст непосредственно тут же сервер. Сейчас он его проверит, подключение. Я его уже не проверял, да, вот видите, все отлично, то есть все работает. Дадим название ему, пусть это будет тест Hetzner. Выбор приложения вы можете, допустим, выбрать, чтобы он вам помог, какой стек вам выбрать. Вы, допустим, если выбираете WordPress, он вам покажет только варианты с Nginx, либо Lightspeed, если вам нужен тот же Laravel, либо Node.js, либо те же приложения Prime.com и так далее. Mautic — это уже есть приложение, которое вы можете установить из коробки прямо сейчас. Ну, давайте поставим N8N, чтобы вам было понятно. Выберем регион, это подгружается автоматически от Hetzner, ну, допустим, пусть это будет Германия. И здесь вы увидите, то есть никаких наценок, то есть все цены такие же, как у непосредственно у Hetzner, они здесь есть. И вы можете, то есть выбрать. Я всегда вам рекомендую либо выбирать непосредственно AMD, ну, допустим, 3.85. У Hetzner большой плюс, то есть у него оплата по дням, то есть, соответственно, я то, что отменю, он быстро его потом отменит. Также есть Ampere, это ARM-процессоры очень шустрые, и они значительно выгоднее. В большинстве случаев они значительно шустрые. Ну, Intel я бы вам на самом деле сильно не рекомендовал. Ну, есть выделенные сервера AMD, они стоят значительно дороже. Я использую больше NetCap. Ну, я потом, если вам интересно, расскажу, как можно получать промокоды и получать выгодные сервера. Я им пользуюсь уже больше 1,5 лет и очень доволен, и все, кто им пользуется, тоже. Ну, давайте выберем вот этот сервер. И, как видите, он мне здесь ограничил установку, если вам нужно устанавливать с тем же докером. Если вам нужно устанавливать, как уже говорил, с тем же докером, то вы не обязательно это выбирать. Вы можете выбрать вручную тот технологический стек, который вам нужен. В большинстве случаев я, конечно, использую либо OpenLightspeed, либо Nginx. Ну, с N8N я больше предпочитаю Nginx. Да, с OpenLightspeed он тоже будет работать, но по многим параметрам так удобнее. Базы данных, если вам какие-то необходимы, тоже можете вообще выключить, либо использовать. Я больше предпочитаю MariaDB,
который значительно проще. Здесь вы можете создавать теги для серверов, то есть пусть, допустим, будет тег, чтобы я мог потом фильтровать все сервера, которые у меня есть. Вы можете их накидывать, вам удобно потом управлять большим количеством серверов. Ну и выбрать версию Ubuntu, которая есть. Давайте поставим Ubuntu 24. Вы можете включить отсюда резервное копирование в месяц, если это вам нужно. Либо не нужно, то, соответственно, и оплата будет сниматься непосредственно в аккаунт у провайдера. То есть вы платите напрямую, и здесь просто удобно, чтобы вы не заходили, не копировали коды, он его сам создаст и автоматически подключит. То есть полная интеграция, нажимаю «Создать». И сейчас, в ближайшее время, полностью готовый сервер будет развернут с Германией и так далее. Но чтобы пока этого не ждать, давайте перейдем в панель управления. Пусть он нам его создает. Это происходит очень быстро. Как видите, сейчас идет настройка сервера. И у меня отображается уже здесь 4 сервера. Здесь, вот видите, он будет отображать, где он находится. Это мой хэштег, по которому я могу фильтровать. Если вам удобно другое расположение, то тоже можно сделать. Мне нравится как-то больше карточками. Темный режим, я кайфую от него. И быстрое управление серверами. То есть вы можете посмотреть, запустить, перезапустить сервер, перезапустить Nginx. Это в данном случае Nginx сервер. То есть я его установил с докером. Это сервер, который установил непосредственно я. И плюс давайте еще, если хотите, я поставлю, например, если у вас сервера где-то другие и нету прямой установки, то делайте тоже очень быстро. Выбираете любой сервер. Я сейчас установлю, допустим, название сервера тест Notcap, который я проверил на Черной пятнице. Здесь ничего не будем делать, то есть нам нужно будет указать IP-адрес. Я, естественно, потом после этого видео переустановлю сервер из-за безопасности, потому что вы увидите сейчас все мои ключи. А я бы этого не хотел. Одну секунду. Есть проблемка, надо будет, я его еще не разворачивал, то есть сейчас запущу установку, пусть он параллельно устанавливается. А так вводится здесь, процесс установки очень простой. Вводите IP-адрес, остается root, тот стек, который, как я уже говорил ранее, все так же остается, то, что вам нужно. Вы можете это не обязательно выбирать. Допустим, вам нужно серверы, магазин, выбираете OpenLightspeed к себе, то есть вы можете использовать ключи SSH, либо пароль, если у вас там используете пароль, вставляете, нажимаете «Создать», и процесс, в принципе, тот же самый, как и там с автоматическим, то есть ничем не отличается. Либо, допустим, если вам нужен докер, то пожалуйста. Опять же, если мы выберем, видите, WordPress, он вам пока для удобства, как я уже говорил, показывает тот набор, с которым вы можете устанавливать. Давайте вернемся назад. Скорее всего, сервер уже установлен. Нет еще. Скоро будет готов, и он будет отображать, сколько у вас там памяти. То есть это вы можете не посмотреть. То есть я вот уже установил несколько серверов. Вот этот с Lightspeed. Очень удобно быстро отслеживать, какой у вас сервер, какой IP и так далее. И какой технологический стек у вас есть. К примеру, давайте провалимся сюда и покажу, какие есть настройки, что здесь есть интересного. Итак, основные действия, что вы можете сделать, то есть посмотреть сайты, но добавить новый сайт, сразу же развернуть, если у вас большое здесь количество сайтов, хотя вот есть большая кнопка, то есть перезапустить сервер, перезапустить Lightspeed, перезапустить базу данных, в данном случае, я, как говорил, уже предпочитаю MariaDB.
клонировать сервер, если вам нужно его полностью сделать, его копию, надо перенести на другой сервер, то, пожалуйста, это можно сделать за один клик. И это на самом деле нету еще пока ни у одних конкурентов. У большинства того же сервера Аватара или BaumCloud вы можете клонировать сайты, но не клонировать сервера. И это большой-большой плюс. Ну, конечно, удалять сервер мы сейчас это не будем. Что здесь есть еще из таких настроек? Ну, давайте пройдемся по управлению, то есть основным настройкам. Да, вот здесь есть сайты, которые вы можете их фильтровать, как вам удобно, которые вы развернули. Ну и серверные утилиты, которые я непосредственно установил. То есть тот же Redis, он уже у вас стоит по умолчанию, MariaDB. То есть я его не устанавливал, это ставится стек, как правило, по умолчанию OpenSSH, супервизор для безопасности, MariaDB и OpenSpeed. Вы можете это перезагрузить, отключить, если не используете тот же Redis, либо вам нужно MariaDB в данном случае и так далее. То есть это все делается тоже без входа в консоль. Дальше перейдем к базе данных. Здесь вы видите имя базы данных, он, который создает под сайт, а он, как правило, создает их красиво с названием вашего сайта, и это большой плюс. Вы можете включить PHP MyAdmin, он его установит отдельно по умолчанию, он не установлен, ну, чтобы не использовать и ресурсы сервера, потому что он кушает ресурсы. Это, когда вам нужно, вы можете его включить в один клик и получить доступ. Ну, к примеру, сейчас давайте на этом сайте его и включим. Делайте это очень быстро. Сейчас есть процесс уже. Ну и вы можете управлять здесь пользователями, если это вам надо. Сейчас мы откроем пользователя. Если вам нужно добавлять новых пользователей, пожалуйста, тоже это все сделать. То есть пользователь какой базе данных будет иметь, пароль вы можете сменить и так далее. Ну и перейти в управление базой данных непосредственно отсюда. Ну, сейчас у нас PHP MyAdmin становится. Давайте перейдем пока в планировщик задач и вернемся непосредственно к базе данных. Я чувствую, сегодня видео будет у нас опять тоже очень большой. Здесь вы можете создавать крон-задачи, то есть, как видите, вот они есть уже по умолчанию, которые он их создает, примеры, которые вы можете уже использовать. Ну, это уже рабочее, тот крон, который сейчас есть на сервере, который создается автоматически. Там проверка сайтов, обновление сайтов и так далее. То есть вы всем этим можете управлять, либо создавать новые задачи крон. Я вам просто покажу, как это выглядит. Соответственно, команда. Вы можете здесь выбрать пользователя. Для каждого сайта создается свой пользователь, и вы, соответственно, его можете управлять. Сейчас я вам покажу. Перейдем в сайты. Вот, как видите, PHP MyAdmin установился, и вы можете с помощью одной кнопки сразу залогиниться и управлять. Как видите, вот сейчас я уже перейду, мы окажемся в базе данных. У сервера Аватар, да, добавили недавно, опять это можно разворачивать, но там нужно копировать пароли, вставлять их, тут все в одну кнопочку, то есть вы получаете доступ к базе данных полностью к управлению. Либо по отдельности под каждым. Если мы перейдем, допустим, на этот сайт, здесь вы можете управлять домен. Если у вас сменился домен, вы можете его изменить. Если вы хотите использовать дополнительные домены, чтобы сайт ваш один и тот же сайт отображался на нескольких доменах, то, пожалуйста, вы тоже можете это включить
выбрать здесь и их добавить. Сейчас это полная интеграция с Cloudflare. Для удобства я вам сейчас покажу. Включен кэш, то есть если вам нужно, вы можете это все отключить. Ну и вот видите, уже есть уведомление о том, что обнаружены ошибки контрольной суммы. Это либо поврежденный файл, либо атака. И это вам приходит в том числе на email, и вы можете быстро среагировать до того момента, когда, допустим, те же ваши файлы основные WordPress были уже изменены, и тут же, пока вы еще не получили вирус, вы уже об этом знаете. Вы можете перейти и проверить. Сейчас мы к этому придем. Давайте я вам покажу то, что здесь. Если вы хотите доступ к сайту включить только через идентификацию, тоже одним кликом, включить резервное копирование, обновление и так далее. То есть это тоже можно. Он сейчас им показывает, их нет. То есть это без автоматического обновления. Ну, давайте посмотрим, что он нам показывает. Я его устанавливал недавно. Ядро, как видите, у него все хорошо. И есть проблема у какого-то плагина. Я, скорее всего, знаю, какой это. All-in-One VP Migration. Он там добавленный, он добавляет дополнительно. Видите, он даже пишет, какие файлы он добавляет автоматически. Да, он их добавляет, поэтому он выводит ошибку. Можете это убрать. И опять же, это большой плюс не только по ядру WordPress, но и по остальным плагинам. Ну, те плагины, которые вы используете не с репозитория, да, будут иногда ругаться, но опять же, лучше иногда, как говорится, перестраховаться и проверить, чем к этому еще несколько раз возвращаться. Ну и как видите, вот он пользователь сайта, вы его можете скопировать, вы можете добавить еще себе второго и запускать крон непосредственно от него. А также вы можете его просто вставляете сюда, и будет запуск не от root пользователя, а непосредственно от этого пользователя. Ну, если вы хотите использовать root, то тоже это возможно, либо создать новых. Ну и здесь есть уже заготовки, либо вы можете использовать кастомные, настроить крон. Ну и, соответственно, команда, которая вам нужна. Если, опять же, здесь есть те же подсказки, я недавно сталкивался с другой панелью, это флеш-панель, и мне нужно было запускать команды от VPCLI, и, соответственно, я долго не мог понять, как это запустить. Пришлось, пока не использовал службу поддержки, там было указано, они только потом подсказали, что я прописывал там путь и к PHP, и к Вегету, и так далее, и к VPCLI, и оно у меня не работало. Тут, как видите, тут есть уже подсказка, то есть вы добавляете CD в путь, и дальше уже команда от VPCLI, и пользователи, и у вас это все автоматически работает. Те же обновления можете настраивать через Veget, а можете пользоваться отличной функцией VPCLI. У него большие возможности, которые существуют. Да, вот как мы уже говорили, база данных уже устанавливалась. Давайте вернемся назад. Ну и вы можете зайти, открыть MyPHP, либо опять его отключить для безопасности. Лучше всего его отключать, также и как доступ к файлам. Это хорошая практика работы с серверами. Планировщик. Давайте вернемся в супервайзер. Вы можете создавать определенные команды, чтобы работали. Вы можете автоматически запускать какие-то процессы, либо вы можете это вручную сделать, какие-то заготовки и запускать, если вам что-то необходимо. То есть выбрать команду, то есть это не только к WordPress, это к любому. То есть директория от какого-то пользователя, какие процессоры и так далее. Давайте дальше вернемся к конфигурации PHP. Это уже более такая сложная задача. Как видите, здесь вот у меня установлен PHP 8.4. Объектный кэш выключен. Я могу его тут же включить. Ну, если вы планируете его, например, использовать для этого. Вы можете установить его по умолчанию. Ну, остальные, видите, у вас выключены конфигурации. Если вы их не используете, нет смысла их включать. Опять же, использовать ресурсы. Опять же, вы их можете установить в один клик.
это не проблема. И большой плюс, когда-то есть проблемы с безопасностью, уже PHP, выходит патчи, чтобы это не обновлять все вручную, то тут он вам автоматически будет показывать, и вам просто нужно будет нажать на кнопочку «Обновить до последней версии». Допустим, там 8, и особенно связано с этой, с безопасностью, то опять же тоже это все будет делать автоматом, то есть в один клик вы нажали и патч применился. Не полностью обновляется и переустанавливать PHP 8, а применяет просто, допустим, патч. Он тоже это отслеживает, и это большой плюс, и у большинства конкурентов этого просто-напросто нет. Вернемся теперь к базе данных. Это конфигурация базы данных. Да, у большинства это только через консоль и файлы. Здесь это можно настроить непосредственно здесь. Если вам нужно изменить буфер пула размер, максимальный размер пакетов и все важные параметры вынесены сюда. Это большая благодарность разработчикам. Они наконец-то услышали пользователя, потому что большинство остальных, к сожалению, это не слышат. И, соответственно, вы можете настроить уже конфигурацию. Видите, есть русский перевод, он не всегда тут правильный. И здесь вы видите узла. То есть здесь вы можете выбрать по умолчанию. Если вы используете Node.js, то, соответственно, вы можете версию Node.js выбрать по умолчанию и настроить. Это тоже плюс, не нужно копаться, устанавливать все версии, переключаться. Ну и все пользователи суда, которые есть вот в данном случае к этому серверу. То есть каждому сайту он создается, либо, это свой пользователь. И здесь вы можете создать глобально. По умолчанию их, как видите, нет. То есть, когда вы установили сервер, сразу же вы не сможете попасть ради безопасности. То есть, он отключает доступ извне, чтобы у вас сервер не сломали. Если вам нужно, вы его можете создать и, соответственно, подключаться через терминал, если вам так удобнее. Перейдем в вкладки команды. И здесь вы можете создавать определенные команды, которые вам удобно, и их запускать от определенного пользователя, когда вам это необходимо. Те же команды от VPCLI и так далее. То есть это тоже делается отсюда. Вы их можете создать несколько и потом просто нажимать, либо запускать их в автоматическом варианте, либо в ручном просто их запускать, если вам нужно приводить какие-то действия. То есть там, допустим, запустить VPL Input или так далее. То, пожалуйста, просто достаточно будет нажать здесь на кнопочку, не заходить даже внутрь админка, это все отсюда запустится. Давайте перейдем дальше к мониторингу. Да, конечно, вы многого здесь сейчас еще пока не увидите. Потому что пустой сервер, и нет никаких нагрузок и тому подобное. Всего памяти у этого сервера 7,75 и используется всего лишь 0,66 гигабайт для такой панели со всем функционалом, который здесь есть. И это очень мизерно. Если взять тот же fast панель, то это у вас будет больше 1,5 гигов либо гигов используется только сама панель и сам сервер в том числе. Здесь, если это все очень меньше, это вместе с Redis совсем и так далее. То есть это на самом деле, если я сейчас отключу Redis, отключу PHPMyAdmin, это будет 0,3 гигабайта ориентировочно. Жесткий диск тоже из 512 гигабайт. Видите, сколько доступно, сколько использовано процессором по нулям. Потому что сейчас нет нагрузки, здесь 4 ядра, и это dedicated root ядра, то есть выделенные, это не виртуальные. И сколько безотказной работы, то есть у данного сервера. То есть вы здесь можете посмотреть аналитику, довольно удобно, какие процессы и какие сайты используют определенные, то есть открыть отчет, если вам необходимо. Если у вас есть какие-то проблемы с сайтом, то вы можете посмотреть в реальном времени, что с ним не так.
Ну, это за 24 часа вы можете выбирать, за какое действие, за какой период он будет у вас отображаться. Ну, обновления, если есть, плагины, темы, то есть по общим параметрам вы это все можете увидеть. То есть это мы находимся сейчас в сайте, а нам нужно вернуться опять к серверу. Жалко, вот нету кнопочки, не хватает вернуться назад к серверам. Ну, здесь удобно, вы можете не обязательно кликать лишний раз. Мы были, по-моему, вот на этом сервере. Да, как видите, Хедснет уже установился с N8N. Сейчас мы перейдем. Итак, мониторинг. Здесь два вида мониторинга: непосредственно на сайт и непосредственно по всему серверу. И, допустим, у многих конкурентов нет возможности увидеть, какой именно сайт приносит нагрузку. Приходится переходить в каждый сайт и смотреть его по отдельности и считать, какой именно из сайтов больше всего принес нагрузку. То тут это можно сделать отсюда, либо перейти уже непосредственно на сайт. Ну и кто использует какие процессы от какого пользователя, используя, допустим, ЦПУ, тоже это все очень удобно. Это можете по пользователю фильтровать, по памяти и так далее. Кто использует сколько памяти. Ну, как видите, MariaDB используют, Fail to ban – это большой плюс, и Redis, вот как я говорил, если его выключу, то будет значительно меньше. Ну и здесь вы можете найти крупные файлы и папки, которые есть. Сейчас я его запустил сканирование, и посмотрим, что он нам найдет. Ну и как видите, вот есть здесь папка 1,2 гигабайта, которая на user shard, и есть для менеджера кэша и даты в LibApt в приложении, под приложением, ну и MySQL, самые большие, то, что сейчас занимает на сайте, тоже удобно. И у большинства конкурентов, как я уже говорил, нет. Опять же, возвращаемся к журналам. Это одна из важнейших частей, чтобы вам не скачивать журналы и вручную. Вы знаете, как это все работает и как это неудобно. То все здесь видите вот в таком варианте, где вы можете это все еще отфильтровать. То есть есть какие запросы. То есть если вам нужно, к примеру, отфильтровать, то есть это по те, кто имеет access логи, то есть доступ к сайту, какие запросы, то есть у вас есть ошибки, если есть, он сейчас отфильтрует. Ну, в данном случае у Lightspeed их, он еще и грузит. Подождем немного, да, вот есть ошибка. Нет, он пусто отображается, поэтому нет. Fail ban log, то есть кто пытался до вас достучаться и кого он заблокировал, тоже вы можете посмотреть. Но, как видите, есть IP-адрес, который пытался достучаться, и не один. Это точно не я. Ну, и авторизованные логи и так далее. Ну, давайте перейдем к событиям. Ну, то, что кто из ваших пользователей, либо вы, что вы делали, в какой стадии, что сейчас проходил последний момент, что было выполнено, что не отработало, допустим, тот же крон, либо запуск вашей кастомные функции, то не функция, а команды, то здесь вы все будете видеть и можете сразу перейти к действию и посмотреть. Это тоже очень удобно и быстро решаете вы таким образом проблемы. Давайте перейдем к очень важному пункту, это безопасности. Первый – это управление бэкграундом, который установлен уже здесь. Здесь есть порты, которые разрешены на сегодняшний день. Вы можете какие-то закрыть, новые открыть. Ну, как видите, кто-то по SSH пытался поэтому с помощью этого IP подключиться. И он его тут же автоматически заблокировал. Настройку уязвимости. Можно включить автообновление и включить резервное копирование, если это вам нужно.
Ну и опять же включить сканирование уязвимости, то есть чтобы и выбрать для каких сайтов это будет у вас работать. То есть, допустим, он будет проверять все ваши сайты, на каких есть уязвимости, вы их можете здесь ставить галочку либо снимать. Ну, включить для них резервное копирование и автообновление, если это вам нужно. То есть он обновится, как видите, в течение 24 часов, если включено автообновление, если есть уязвимость. В случае уязвимости он будет что-то обновлять. Ну, это тоже немного рискованно, но вот резервное копирование плюс большой. Обновление безопасности. Здесь все есть, но опять же для применения нужно включить перезагрузку. И вы можете выбрать определенное время, когда это нужно, либо это можно делать потом вручную. То есть у вас будет, как я уже показывал раньше, уведомление, то, что нужно и применить патчи, либо и так далее. Ну, и либо, если вы хотите, чтобы это было автоматизировано, просто установили время, и он автоматически сервер ваш перезагрузится в случае обновлений важных, критических безопасности. То есть мы не говорим про постоянное обновление, которое вы можете делать вручную, а именно говорим про важное обновление по безопасности. Метаданные. Здесь просто какую-то информацию вы можете вводить по этому серверу, заметки для прочего, как вам удобно переименовывать его, к какому тарифному плану он относится и так далее. Здесь настройки подключения, если у вас сменился IP-адрес, если вы подключили другой, вы тоже это можете сделать легко. Обновить часовой пояс у сервера, опять же без консоли. Изменить пароль root, посмотреть его, скопировать к MySQL. Настройки входа в один клик, вы можете это выключить для всех сайтов, либо его деактивировать, либо оставить также включенным. Ну и подключить, то есть редирект и так далее. Ну, вот мы прошлись по основным настройкам сервера, как видите. Ну, все, что вам необходимо, и даже больше, оно здесь доступно из коробки, не нужно лезть в терминал. И многие даже шарят хостинги, не предлагают таких возможностей, не говоря про панели. Да, конечно, есть там серьезные панели, они с кучей настроек, но там очень тяжело разобраться. Здесь, как видите, все большое преимущество, именно все для обычного пользователя, и это прям большой плюс. Так, здесь все понятно. Давайте перейдем к сайтам, панели сайта. То есть мы были на серверах, теперь перейдем к сайтам. То есть здесь вы увидите все ваши сайты на всех ваших серверах. Если вам нужно их фильтровать, то вы можете фильтровать там какие продакшены, какие стейджинги, какие у вас есть демо, у кого какой статус, отключенные, либо которые с ошибками, есть которые мигрированные, и есть которых уязвимости и так далее. Если у вас большое количество, вы можете их это. Также проверить все типы, которые есть, там WordPress, Custom PHP, Laravel, N8N, Timecomb и так далее. И есть собственные теги, которые мы проставляли, и по сколько количеством он будет на странице вам отображать. Вы можете их сортировать, ну и фильтровать непосредственно по серверам, которые, ну, так как здесь у меня всего лишь 3, отсюда вы можете сразу же зайти в сайт и видеть их основную информацию, сколько база данных, какого размера, какой PHP, WordPress и чем управлять, то есть SSL и так далее. В данном случае это через Cloudflare. Здесь есть PHP-MyAdmin, как вы видите, что это он к нему относится. Ну и он развернут на их техническом поддомене, который вы тоже бесплатно можете сворачивать, используя свой. Отсюда вы можете, если есть обновление, здесь будет отображаться, сколько у вас обновлений, каких плагинов и тем. Ну, резервное копирование вы можете здесь его включать, выключать, если вам нужно тут же в одну кнопку его создать здесь.
Это непосредственно сам сервер, название сервера отображается. Ну и очистить кэш вы можете прямо отсюда. Быстрый вход. Сейчас он тут... я уже нажал сюда. То есть здесь, видите, он также вам отображает Lightspeed кэш. И здесь пользователь для Redis, для объектного кэша, который вы можете тоже подключить. Вот одна кнопка «Очистить кэш», которая очищает кэш не только у вас на сервере, но он очистит непосредственно еще и в Cloudflare. Это тоже большой плюс. Если вы используете объект кэш Pro, пожалуйста, вы можете включить есть настройка, либо кэш Edge от Cloudflare. И здесь вы можете выбрать, то есть, что нужно кэшировать, что не кэшировать. И это снизит вам больше нагрузки, то есть и быстрее создает кэш. То есть вы можете прямо отсюда создать все правила для использования. То есть вот все ваши основные настройки. Ну, это базовые настройки, которые не должны быть, их лучше и оставьте, и используйте по умолчанию. Ну и опять же отсюда одной кнопочкой, то есть вы можете его тут же очистить кэш непосредственно на Cloudflare, не заходя туда. Тем более он постоянно выкидывает, и нужно получать код авторизации и так далее. Как видите, все замечательно. Ну, давайте пройдемся по сайту, то есть если мы уже здесь оказались. Перейдем общий обзор, то есть, как уже говорил, вы увидите тут доменные, это я вам уже показывал, ну и то, что кто что с ним делал, что производил на стороне панельки. Отсюда, если у вас несколько пользователей, вы отсюда можете понять, либо когда вы что делали, почему у вас что-то перестало работать, и какие статусы и каких-то задач были не выполнены, связаны непосредственно с этим сайтом, а не сервером. Здесь, как говорил, есть в один клик вход вы можете по умолчанию в первую учетную запись, он автоматически залогинится, либо вы можете выбрать определенного пользователя, под каким заходить, если у вас там много пользователей и так далее. И это очень удобно, вам не нужно помнить вход, то есть я вот раз, и я уже в админке сайта. Как видите, все, я уже здесь, непосредственно под пользователем. Так, давайте вернемся назад. Что еще, какие здесь есть действия? Журналы, сайты, события, очистить кэш, планировать для быстрого. Давайте перейдем домены. Непосредственно по настройкам. Здесь можно это отсюда делать, но опять же вы можете выбрать основной домен, либо это есть и на главной панели, но если вам удобно здесь управлять, пожалуйста. Управление SSL и HTTPS. Здесь у вас будет несколько вариантов, как вы можете использовать. В данном случае у меня управляется с помощью Cloudflare. Включен через HTTPS, включен, то есть постоянный, и он меня автоматически управляется, то есть мне не нужно заморачиваться. Если вы, допустим, выпускаете сервер SSL здесь, но вы используете Cloudflare, то каждый 3 месяца у вас возникают проблемы о том, что нужно будет заходить на Cloudflare, отключать проксирование, выпускать заново сертификат, чтобы не было проблем на сайте. А потом опять идти на Cloudflare, включать его, и это прям геморройно. Здесь в один клик это работает и удобно. Вы можете использовать свой сертификат, либо с помощью xCloud тоже его выдать автоматически. Ну, давайте я вам сейчас включу и просто покажу, как это делается. У нас сейчас меняется Cloudflare. Непосредственно на бесплатный SSL-сертификат, который будет автоматически обновляться каждые 3 месяца и управляться с помощью панели xCloud. Тоже вам это не нужно заморачиваться, но сайт также останется непосредственно у вас через Cloudflare управление. Ну, я предпочитаю больше управление SSL через Cloudflare. Сейчас, секунду, он его выпускает. Он сейчас выпустит новый сертификат. Как видите, вот здесь, если у вас несколько действий запускали, вы видите, какие действия, если вы хотите, можете просмотреть все события, которые происходят и которые идут в стадии. Ну, все, видите, он готов. Если вы уже откуда-то из другого места находитесь, вы можете отсюда кликнуть всегда и перейти, куда вам необходимо. Так.
Давайте обновим страничку. Да, видите, он использует LetterScript для домена и для какого будет действительно и так далее. Ну, опять же, вы можете использовать свой сертификат, если у вас есть платный, как угодно. Ну, я ставлю, давайте, на Cloudflare, он автоматически его сейчас мне перевыпустит. Здесь редирект, если вам нужно настроить редирект, опять же, вы избавляете от дополнительного плагина. Здесь редиректы по домену, тип вы можете использовать, либо вы можете использовать определенные страницы. Допустим, там с одной страницы вам нужно редиректить на другие, в том числе здесь, к примеру, вот указано, как вы можете прописывать, чтобы они были динамическими и сохраняли весь путь. То есть и он сохранит вам путь на другой странице, в том числе с одного сайта на другой. То есть если, допустим, у вас был один домен, и вам нужно выбрать, допустим, постоянно домен на другой, и вы, соответственно, можете их добавлять. Вернемся к конфигурации WordPress, так как здесь, в данном случае, у нас WordPress, здесь очень много будет настроек у нас, связанные с WordPress и все его преимущества. Здесь большой, как видите, плюс, я удалю этот сайт после установки, так что вы не видели все эти настройки. Вы можете вносить конфигурацию прямо отсюда, если вам удобно, вам не нужно, опять же, через файловый менеджер заходить и управлять, и обновлять это здесь. Это wp-config. Дальше перейдем к обновлениям. Если у вас, опять же, если на главной странице они тоже отображаются по сайту, какие есть обновления, и глобально по всему серверу, и вообще на все панели тоже они отображены. Если у вас ядро не обновлено, какие плагины у вас установлены, вы можете, как я уже говорил, их деактивировать вот здесь. То есть, если вам необходимо. И журнал изменений, это все берется непосредственно от какие есть темы, вы можете их активировать отсюда, то есть переключаться темами тоже быстро и удобно. Так, давайте перейдем к кэшированию, чтобы не затягивать время, то есть перейду по всем возможностям, потому что и так это сегодняшний день будет длинно. Мы уже здесь были, я вам еще раз покажу. Сканирование уязвимости, которое проходит постоянно. Как я уже показал, вы можете, если нужно, на какие-то проекты его отключить. А если вы хотите еще использовать посчитать, то будет стоить всего $5 в месяц за каждый сайт. Если вам необходимо, и клиенты готовы платить, то почему нет? То есть он последний раз проверялся раз этот, вы можете его использовать сейчас. То есть он использует данные от патчтака, которые вы просто так не получите, но виртуальный патч вы не примените, пока не будете платить $5 в месяц и так далее. Вернем мониторинг ценностей, который я уже вам тоже показывал. То есть если есть какие-то проблемы с плагином, здесь, как видите, других плагинов нет, все замечательно, все хорошо, никаких уведомлений не получается. Доставка почты. Здесь, смотрите, вы можете глобально себе настроить SMTP для определенных серверов, либо вообще для всех серверов, чтобы автоматически доставлялось. Вы можете использовать от xCloud 100 email в месяц бесплатно, либо это будет стоить всего лишь за 1000 email в месяц $1, если вы не хотите подключать их вручную, либо подключить нового провайдера. Сейчас я вам покажу, какие есть сейчас, и сделать настройку, кого и кому будет приходить. Мы говорим сейчас про здесь. Вам не нужно настраивать внутри WordPress. Вы можете SMTP, конечно, внутри WordPress настроить. Можете оставить по умолчанию, не используя провайдера никакого, а используя PHP-mail. Вы знаете, с этим плохая сейчас доставляемость и так далее. Если у вас включен xCloud, то он автоматически установит плагины Fluent SMTP и по API его сделает подключение. Кстати, я очень рекомендую, очень хороший плагин, я его тоже раньше использовал и до сих пор использую. Но опять же, вы можете настроить это глобально на одном
на всем сервере, чтобы не заходить не на сайт, потом подкастовый сайт свой SMTP. И здесь просто этого выбрать. Ну и непосредственно почта. То есть вы, опять же, можете подключить за $1, то есть чтобы у вас был почтовый ящик непосредственно здесь. Отправлять, получать письма и так далее. Но я на самом деле, большинство, многие не рекомендуют использовать почту на VPS, потому что с VPS может быть все, что потерять, и потерять можно потерять все письма. Но для отправки писем, для SMTP, да, это все отлично, но, опять же, это сторонние сервисы и лучшая доставляемость. Вот про которые я вам и хотел их показать. Те провайдеры, которые есть в данном случае, это вот бесплатно они дают вам 100 email в месяц бесплатно собственный. Либо вы можете, соответственно, подключать, допустим, от Mailgun, либо других SMTP порты настраивать, SendGrid, или есть по API, есть просто Mailgun, SMTP, и, соответственно, это сервер-провайдер. Либо используют xCloud, который стоит за 1000 email всего $1 в месяц, до копейки. Если вам нужно, допустим, 3000 и так далее, большое количество, то это тоже можно все настроить и получите полную документацию. Работать будет по API очень быстро и хорошо работает. Особенно на стадии разработки, то есть этого вам более чем... Даже для большинства сайтов этого более чем достаточно, используя это. Какие есть еще у нас поставщики сервера? Ну, раз мы здесь находимся, давайте уже покажу. В данном случае я подключил Hessner, но вы можете добавить и другого поставщика, который уже показывал, как можно быстро использовать, подключать Google Cloud, Vault сервера, DigitalOcean и полностью их использовать. Вы можете подключить Cloudflare, и не только один аккаунт, их может быть у вас их много. У меня подключен сейчас один, то есть и все работает, как видите, из коробки. Поставщики хранилища, куда вы будете сохранять бэкапы и хранить остальные настройки, в том числе и плагины. Я подключил пока Backblaze для примера и так далее. Ну, видите, у меня еще ни к одному сайту он не настроен, но подключен, не работает. Но вы можете использовать любого, либо использовать просто SFTP. Есть также просто обычный preCloud, который работает. Wasabi очень дешевый, тоже рекомендую. Там стоит порядка $3 в месяц за 1 терабайт. Это прям великолепно. Но опять же можете на SFTP, либо какие-то другие облака, уже любые из твоих хранилищ, которые вам дают. Либо просто на Google Drive, на свои бесплатные, на каждую почту, там сколько там на сегодня дается, 7 гигабайт вам бесплатно, ну и подключить хоть 100 таких и распределять, и хранить туда, пожалуйста. Поставщики электронной почты, как я уже показывал, их может быть много уведомлений, куда вы хотите получать. На те же WhatsApp, Telegram, Slack. Ну, у меня еще пока не настроено, то, пожалуйста, вы можете настроить. И, опять же, вы можете подключать неограниченное количество и под каждый сайт определенные уведомления для определенных людей, команды и так далее. Делается тоже все очень быстро. Git вы можете подключить, пожалуйста, и синхронизировать его. Здесь прочие, на самом деле, я не помню, что там сейчас вспомним. Добавить новый элемент. Bcache Pro, если вы его используете. Да, давайте здесь еще пройдемся. Здесь профиль пользователя вы можете настроить. Там, по безопасности пароли, ну, как видите, выбрать языки, откуда и так далее. По безопасности пароля, аутентификация, сеансы вашего браузера, если вы хотите. У меня стоит двухфактор, который всегда рекомендую на всех панелях поставить. Там, где это нету, ну, тут уже большой вопрос. По безопасности пароли, аутентификация, синхронизация, управление командой. Если у вас есть команда, вы можете создать команду, приглашать в определенные сервера, давать для одной команды, другие сервера для другой команды. То есть это тоже у вас их может быть их много. Экспортировать эти команды
Здесь у вас будет поставщик сервера, как я уже показывал. То есть по уязвимости он вам будет показывать все уязвимые сайты, на каких серверах они у вас находятся. Менеджер обновлений глобальный. Как видите, здесь вы будете видеть все ваши плагины со всех серверов, которые у вас есть, которые у вас установлены, которые нужны обновлению, которые обновлены, в каком статусе, на каком количестве сайтов у вас установлено. Это все фильтруется по серверам, по всем сайтам. То есть вы здесь глобально можете полностью видеть все ваши плагины абсолютно на всех ваших сайтах и отсюда их обновлять. То есть вы можете, соответственно, вот как видите, здесь только на определенном сайте вы можете их отключать, включать, если вы видите глобально у вас есть проблема и вам нужно вырубить на всех сайтах, вы в один клик это можете выключить этот плагин на всех абсолютных сайтах. Либо вы уже это не используете и так далее. То есть это все делается. Если у вас большое количество, то это удобно. Все ваши темы, на каких сайтах они тоже установлены. Ну, допустим, 2025 установлен на 2 сайтах. Это тоже на 2 сайтах. И, как я уже говорил, то есть здесь будут абсолютно все плагины. Ядро WordPress, на каких сайтах какое ядро. И опять же, отсюда вы можете глобально это все тоже управлять. Ну и история всех ваших обновлений. Ну, в данном случае мы пока еще ничего не обновляли, поэтому нет. Ну, это полный менеджер для управления. Ну, это, как я уже говорил, это большое удобство. Ну, SSH-ключи, это мы уже восстанавливали. Считаю, это вам не интересно. Подписки это тоже не нужно. Уведомления, все события. И мои чертежи. Вот один из больших плюсов. И это мы потом как раз, когда будем устанавливать WordPress, я вам покажу. Вы можете создавать blueprint настройки. То есть, видите, здесь уже по умолчанию есть. То есть, он вам по умолчанию установит элементы, он вам установит плагин Essence Control, и установит Dynamic Comment, и будет это с этой темой. В данном случае у вас будет вот такой стек. Опять же, вы можете их создавать безграничное количество, с которых вам удобно. То есть здесь вы можете использовать не только, давайте ему название, допустим, пусть будет 4, выбрать определенную тему, плагины, которые будут использоваться для базовой установки. Если, опять же, это ваши собственные, то не проблема. Это из репозитория. Ну, допустим, вот я на все сайты ставлю, допустим, Циртулат. Вот он. Давайте его выберем. Что мы еще можем поставить сюда? Ну, допустим, для примера поставим мигратор. ВП. Да, поиск специфический. Вот он. То есть он нам установит вот эти 2 плагина, вы их можете удалить. Ну, и то, что из репозитория. Ну, и темы, допустим, пусть будет, ну, не знаю, какую. Я использую Brix, вы ее, конечно, можете использовать отсюда. То есть пользовательские элементы, то, к примеру, темы либо плагины, они будут у вас здесь отображаться. Ну, к примеру, давайте сейчас какой-нибудь это, пусть будет Brix. Builder. И это будет у нас тема. Вы можете его, чтобы он скачивал с URL, если они у вас где-то находятся. Вы можете, либо если вам продавец, вы можете скачать последнюю версию, он тоже вам ее покажет. То есть есть, например, некоторые продавцы, у них есть одинаковый URL всегда для плагина, и это большой плюс.
с последней версии Last Edition, который вы можете всегда устанавливать, если вы владеете этим узлом, вы его можете всегда устанавливать. Ну и здесь прописать, какую версию, если это вручную, ну, допустим, пусть там 3.0, неважно. Ну и дать ему какое-то описание. Ну, в данном случае вы можете его загрузить. То есть вам предварительно, конечно, нужно будет выбрать какое-то облако. Но давайте я сейчас просто и поставлю плагин какой-нибудь. И пусть будет, допустим, ну, тот же Brix и установлен. И покажу, как это работает. Пригмилда. Возьмем, допустим, 2.1.4. Вот мы его сюда перетащим. 2.1.4. К сожалению, у Брикса нельзя будет по URL, у них каждый раз URL название оно меняется, поэтому, к сожалению, по URL последнюю версию это не получится. Ну, ничего страшного. И, допустим, создать. Ну, давайте его. Угу. Я что-то должен выбрать. Я не туда. Вот он, создать элемент. Я не туда нажал. Он сейчас его загрузит. И он у нас здесь появится. Здесь все ваши плагины, которые у вас все есть, с вашими версиями. Оно будут все у вас в облаке храниться. У вас их много. Если вам нужно откатиться когда-либо, у вас есть всегда доступ к какой-то версии, которую вы сюда всегда загружали. Ну, то облако, которое вы подключили, вы можете сюда смело подключить даже тот же, к примеру, Google Drive и грузить все туда плагины специально для плагинов, создать почту бесплатно, если хотите, и так далее. Ну, кстати, у Backblaze 100 гигабайт в месяц, если вы это грузите, то он тоже бесплатно. То есть вы ничего не платите. Соответственно, это тоже большинство. Вот видите, он у вас появился, и потом вы можете его выбирать. Ну и, допустим, и будете видеть, с какими блюпринтами он связан. Вы можете отредактировать, изменить название, перезагрузить его и так далее. Ну и давайте, к примеру, сейчас еще child тему покажу, что можно. И это будет тоже тема. И здесь он пусть будет у нас загрузить файлик. Вот, кстати, child тему, по-моему, можно будет ее сделать. Нет, она тоже меняет Нет, не меняет. Вот child тему можно сделать будет по URL, и она всегда будет последней у вас загружена. То есть вам не нужно будет париться и каждый раз добавлять новые. Ну, есть плюс, конечно, когда вы добавляете новые, вы можете потом в будущем их восстановить. Если где-то вам что-то катились, то вы можете это всегда все восстановить. Я не помню, child, по-моему, 1.0 у нас идет, 0 и так далее. Ну, и создать элемент. Хочется всегда нажать сюда, но, видите, неправильно. Итак. И здесь вы, грубо говоря, можете накидать все ваши плагины, создать ваши блюпринты. Я почему не использую такой метод? Я в основном использую сайт клонирования. Почему? Потому что там уже нужны настройки. Но опять же, для некоторых вариантов я обязательно создам себе и такие вариации, чтобы в будущем мог их использовать. Так, давайте выберем тему. Вот она. Активно, то есть вы можете выбрать, какая будет тема по умолчанию активно, но нам нужно активно сделать вот эту, мы не то выбрали. Все, Activate. И вы будете видеть, какое это. Ну и опять же, вы можете уже скрипт определенный создать, там же Ишка вам все это сможет. То есть создать админов с определенной роли и так далее. То есть все, что вам нужно, то есть с помощью VPCLI, то есть удалить ненужные настройки, то есть это все необходимо. То есть, к примеру, можно будет использовать вот в таком формате. В
только впереди, я так понимаю, там должна быть решетка. Пользователь в каталоге доступен для операции с WordPress. Конкретно обработка ошибок везде нет. Ну, давайте там по умолчанию была, по-моему, решетка впереди стояла везде. Ну, давайте ее и проставим. То есть, допустим, что будет? Что здесь за правило? То есть, я хочу, чтобы у меня по умолчанию, то есть я не заходил и не переключал структуру ваших URL. То есть я хочу удалить все плагины, которые были по умолчанию. Я вот, кстати, не знаю, как это будет работать с этим. Ну, давайте мы сейчас и проверим. Я здесь то, что хочу удалить все посты по умолчанию, все страницы по умолчанию, хочу удалить все ревизии по умолчанию, деактивировать все плагины и удалить все плагины, которые есть, те же доли и так далее, которые ставятся всегда с WordPress по умолчанию. И обновить все ссылки, то есть чтобы у меня ссылки были ЧПУ, как видите, то есть это большой плюс. Так, дальше. Я не хочу, чтобы у меня все изображения ставились в папке. Мне нужно поставить свой регион сразу, чтобы я... Вот на это мы тратим, ну, как обычно, 15 минут после установки WordPress базового. Мы идем и это все начинаем устанавливать. Все мы это помним. То есть я хочу установить сразу язык, я хочу формат времени установить себе и даты. Я хочу, чтобы средние изображения были у меня не 300, а 450. Здесь тоже были. И по отключить PMBack, то есть уведомлять о том, что новые посты появились по уведомлениям, регистрации. Он должен зарегистрироваться, кто хочет оставить комментарий. Отключить комментарий через 30 дней, закрыть. На модерацию отправлять все комментарии, то, что не включено по умолчанию, отключить белый лист комментаторов, отключить аватарки, ну и, допустим, вот это мы можем убрать, это нам не надо, установить по умолчанию тему это. Я не знаю, по-моему, я пишу всегда без этого, в другом формате писал. Ну-ка, сейчас мы его проверим. Ну, здесь, видите, пишется таком. Ну, давайте поставим вот так. Опять же, вы можете это с помощью той же яички создать себе готовую настройку, чтобы это все отображалось, в том числе, если вам нужен журнал. Так, мы это установили, плагины будут пока такие, и готово, плюс будет Blueprint 4. Итак, вот он у нас появился. Вместе, в том числе с PHP скриптом, который будет вам с базовой установкой. Это в том числе, я не знаю, возможно ли также перенести туда и JSON настройки для плагинов. Ну, это можно уже сделать потом вручную, зайти и прям, особенно для того плагина, как Advanced Designer, перенести все настройки. Ну, вот оно вам уже готово. Ну и давайте перейдем к какой-нибудь сервер и попробуем его сразу развернуть. Но, опять же, если мы здесь издевались, то давайте здесь вот какая-то ошибка. Сейчас мы туда вернемся, не знаю, что там уведомление. Итак, может быть, там и не ошибка. Давайте создадим новый сайт. В чем преимущество того, как я говорил, Cloudflare? То есть, вот, допустим, ну, давайте еще до Cloudflare. Здесь у меня на выбор, прежде чем создать сайт, то есть я могу развернуть его в один клик. То есть в данном случае это все, что относится к WordPress. Я могу установить WordPress, могу вручную загрузить сайт, то есть архивированный сайт, если он у меня уже где-то есть. Ну, здесь максимальный размер 500 мегабайт. Клонировать из Git репозитория, перенести полностью сервера, перенести существующий сайт WordPress, если он находится, допустим, в других панелях, либо где-то еще. Тоже, опять же, это сейчас бета-версии, но работает хорошо. И восстановить сайт из резервной копии, если он у вас где-то хранится, вам нужно быстро его поднять. Ну, клиент не оплатил, что-то вы удалили, потом оплатил, вы его быстро развернули.
Пользовательский PHP, то есть если вам нужен клон, либо просто пустой сайт, либо ручная загрузка, то есть уже готово. Laravel, есть гид Node.js, опять же, есть гид репозиторий, как правило, удобный. Ну и есть приложение в один клик. Ну, PHP-MyAdmin уже установлен. Если вам надо Uptime Kuma, то есть вы прекрасно знаете, это классная штука для мониторинга всех доступных ваших сайтов. N8N, он сейчас, видите, не активен, потому что вы его не сможете установить на такой стек. Далее, маутик для спама рассылок, кто любит. Если вы хотите, у вас довольно нормальный сервер, вы можете установить свою Аламу, и она будет у вас доступна не только на компьютер, но и онлайн, и пользоваться ей. Ну и веб-интерфейс для этого подключения к Аламе. И иметь свою собственную, именно вашу, и пользоваться с любой точки мира непосредственно вашими АИшками, которые вы установите, и они будут работать. Это ее интерфейс, это Lama. Здесь, видите, пишет, для этого необходим, то есть Docker Stack. Ну ладно, N8N, да, здесь возможно, здесь у нас стоит Lightspeed, поэтому там, да, возможен. Nextcloud, если вы хотите, тоже, если вы хотите что-то подобное Google файлов иметь собственно, то, пожалуйста. Ну, здесь тоже нужен Docker Stack. LibreChat, тоже это все open source. Ну и у Mami это отлично аналитик, альтернатива Google аналитики. Ну, если будет еще время, я вам потом покажу, потому что времени. И быстренько это все. Давайте поставим WordPress, установить новый сайт WordPress. И теперь скажу, ну, допустим, давайте назовем его просто тест. Я не создавал никаких доменов, поддоменов для него. Ну, домен, вернее, есть, он у меня привязан сейчас. Я просто его не помню. Вот Pythagore Dev у нас есть, по-моему. К этому мы используем или нет. Сейчас, секунду, я просто, честно говоря, не помню. Давайте к сайту вернемся. Pythagore CC, к примеру. Ну, давайте его и будем использовать. То есть я тест, давайте создадим просто тест Pythagore CC. Мне не нужно будет сейчас идти создавать поддомен. Вот и почему большое преимущество использования Cloudflare. То есть я могу его сделать сразу на своем домене. А могу просто на их, если это демонстрационно, он создаст нам, даст бесплатный домен. Если у вас нету доменов, то, пожалуйста, он вам будет предоставлять xCloud и пользоваться их поддоменами без ограничений. Ну, там уже название какое будет, такое будет. Вот оно, видите. То есть вы можете попробовать назвать, но они могут быть заняты. Ну, и на выбор, к примеру, который вам удобнее, тоже можете выбрать. Если вам нужен мультисайт включить и так далее. Но я вам хочу показать преимущество, то есть Cloudflare. То есть нажимаем DNS SSL сертификат. Он сейчас меня автоматически создал на Cloudflare поддомен, его привязал к этому и выпустит мне уже сертификат. То есть DNS настройки, то есть выполнены автоматически. Если нужно, чтобы у вас был Cloudflare включен, Lightspeed, конечно, включен, включайте. Но опять же, так как сервер Lightspeed, настройки почтового провайдера, вы можете его выбрать, можете просто его отключить, использовать этот. Ну и вот, помните, я показывал вам чертежи, которые есть. Нажмем посмотреть все, вот наш 4. Либо вы можете просто его выключить и поставить базовую настройку. Здесь вы можете сделать настройки, то есть пользователей, имейлы, выбрать PHP, который вам необходимо, пользователь сайта самому назвать, чтобы вам было понятно в будущем. Допустим, выключить поисковую систему, чтобы он не отображался. Ну и вообще скрипт, я в основном использовал скрипт отсюда. То есть VP-Client для разворотки, то, что я вам показывал, вот как раз он и есть. Ну, если сейчас тут не сработает, то мы уже это... Ну, и создать новую базу данных. По поводу пользователя
где вот мы говорили, вот он, пользователи создаются, то есть ваш администратор WordPress. И готово. Нажимаем «Далее». Ну, сейчас проверим, как это будет работать. Я тут скрипт не ставил, но опять же, ну, все настраивается. Ну и проверим, как будет. Ну и давайте то, что вот я использовал ранее. Создадим еще какой-нибудь сайт. Видите, он сам устанавливает SSL, настройки HTTPS, он настраивает кэширование, объекты Redis и так далее. Установка Blueprint будет, скрипт развертывания. И наш скрипт, он удаляет плагин, и он, скорее всего, нам то, что мы установили, он нам его удалит. Ну, сейчас проверим. На самом деле, как это. Ну, давайте вернемся к сайтам. Давайте еще раз добавим новый сайт из глобального. И давайте, допустим, еще какой-то второй вариант. Ну, пусть туда же и будет. Далее. Все очень удобно, пошагово. Вы можете быстро это настроить. Новый этот. Так, название сайта. Ну, пусть будет Pifagor. Ну, и ставим его сюда. Также подключим этот. Здесь есть blueprint, я его выключу, потому что он нам не нужен. Если нужно какие-то дополнительные домены, вы можете сразу подключить себе дополнительные настройки. Ну и вот здесь мы вставим вот то, что вот я хотел. И нажмем «Далее». Он создаст нам еще второй сайт. Здесь есть какие-то ошибки. Давайте посмотрим, на что. Это, я знаю, на что. Как я уже говорил, он ругается всегда на WP Migration, потому что он добавляет файлы, ну, тех, по идее, которые, ну, не есть хорошо добавлять. Тут же CSS он дублирует, копирует для восстановления, это ему нужно и так далее. О, видите, у нас обновления тут же появились какие-то. Да, он не сработал там скрипт, потому что, видите, hello dolly, а теперь кэш стоит. И вот, видите, он нам установил Bricks, Bricks и Bricks у нас... Bricks у нас активирован. То есть нужно поиграться просто со скриптами. То есть сначала, чтобы скрипт удалял все, а потом уже можно будет устанавливать. Ну, здесь можно это все настроить. Ну, видите, здесь есть обновление. Если хотите, можете одной кнопкой это удалить. Ну, либо деактивировать какие-то плагины и так далее. И теперь давайте внутрь зайдем. Мне просто интересно, обработал все ли он данные нам, как я хотел, согласно BBCline. Мне кажется, там не нужна была решетка впереди. Это они его задокументировали таким образом, чтобы нам показать. Ну, сейчас будет это все понятно. Ну, как минимум уже не русский язык и все остальное не переключено. То есть у меня в настройках вот это должно все переключаться. То скрипт не сработал, потому что мне не нужно было ставить впереди решетку. Это задокументированная строка получается. Да, я просто уже 88 минут подвожу стрим, поэтому, соответственно, и это. Давайте посмотрим другой, который мы сейчас вставали, Пифагор. И вот там покажу, что там он еще создается. Осталось немного.
Ну, как видите, все остальное там сработало. То есть он нам установил наши плагины, он нам установил наши темы. Ну, еще раз давайте зайдем сюда. Еще раз покажу, что вы увидели те темы, он добавил. То, что вы можете создать себе blueprint, и он автоматически вам и темы, он это все вам установит. Вот он, migration, а мы, по-моему, еще просили выциркулаты. Нет, это я не на тот сайт зашел, прошу прощения, здесь его и не должно быть. Вот он, инсталлер плагин, ну, видите, он Bricks нам все установил, активировал, которые нужно, вот они, плагины, которые нам нужны, они есть, Circulat и OVP All on Migration. Итак, вот Pythagore CC у нас готов, заходим магически в ссылку. Интересное название, магическая ссылка. Ну да, вот он. Ну, рекомендовано, если вы не пользуетесь, ее отключать постоянно. Ну, когда долго не заходите на сайт. И здесь, соответственно, видите, он выбрал мне правильную дату, установил, он мне установил правильное время, он установил мой часовой пояс. То, что я его просил, если мы зайдем в медиа, будет там средний размер 450 и будет отключено галочкой это в каждую папку. Что еще я здесь его просил? Я его просил удалить все посты, как вы видите, удалить все страницы. Ну, и если перейти в Permalinks, то здесь будет, видите, правильные ссылки вместо вот этого. И в дискуссиях тоже здесь будут отключены там аватары и все остальное. То есть один клик у вас, в принципе, при желании вы можете это настроить, Иришка вам это поможет. Вы просто напишите, что вы хотите, она вам быстренько, чтобы... Я, например, не помню все команды в API, то есть, естественно, мне помогала Иришка. Я просто написал, что хочу, а она мне дала готовый вариант. Ну, как видите, куча всего, больших плюшек. Вот мы в сайте, и, соответственно, давайте еще мы здесь чего не прошли. Настройки почты, резервное копирование, то есть если были предыдущие резервные копии, вы их будете видеть, вы можете их сохранять. Ну, ничего у нас не было, поэтому это локально вы можете у себя на сервере его сохранять, либо удаленно, ну, то, что вы подключали, туда вы можете их отправить. Ну, давайте локально, видите, раз он не готов. Вы можете настраивать как инкрементные, автоматические, вручную. Мы сейчас включили вручную настройку. Можно переключаться, если вы что-то запустили, вы можете переключаться, обязательно нажать эти страницы, оно у вас автоматически работает. И здесь вы можете настраивать, допустим, удаленное, допустим, полностью, к примеру, вам нужно инкрементальное, а не чтобы он полностью их выбрал куда. Ведро, почему-то здесь и корзину называют. Что вам нужно? Допустим, вам файлы не нужны, либо вам нужны, но вы хотите исключить какие-то пути, вы их можете тоже прописать. Если не нужна база данных, тоже отключаете ее. Полная, допустим, раз в неделю, остальное вам будет ежедневно инкрементно, чтобы вы сэкономили место у себя на хостинге, куда вы будете отправлять. Автоматическое удаление, допустим, копии через 30 дней, 7 дней и так далее. Ну и локально тоже вы можете настроить, чтобы он вам прямо на вашем сервере, ну, не рекомендовано, если будет проблема, если уже сервером, то тут же будете здесь. Но опять же, это хорошо, если вам нужно сделать обновление плагина, вы сделали тут же серьезно, то и потом идти. Опять же, здесь есть стейджинг, я его не использовал. Я в следующем видео запишу стейджинг, как им пользоваться. Мониторинг сайта, то есть тот же в один клик вы можете развернуть себе непосредственно стейджинг. Ну, давайте вы хотите, давайте
Создание. Вот есть клонировать сайт. Как я работаю? Я создаю полностью себе уже готовый сайт со всеми настройками, со всем. То есть у меня их несколько вариантов. То есть там для Brix WooCommerce, для просто Brix, Brix CF, Brix с определенными плагинами, под определенные их на сегодняшний день где-то порядка около 7-8 вариантов основных, которые я и поддерживаю. То есть со всеми сниппетами кода там уже внутри. Все, что мне нужно, там все настроено и готово. И когда мне нужно, допустим, появляется новый сайт подходящий, я нажимаю «Клонировать сайт», и все полностью оно за несколько, грубо говоря, секунд, тот же сервер, допустим, выбираем. Вы можете это на другой сервер перенести, если хотите, не обязательно к этому же серверу использовать. Сейчас он делаю проверку. Допустим, на новый домен, пусть будет демонстрационный сайт, чтобы сейчас с этим не париться, нажать «Далее». Не писать, а также вы можете это написать. Создать новую базу данных. Так, это мой с паролями совсем. Либо, если у вас уже готово, мы создаем. Вы засеките время, сколько у вас время уходит на полную настройку, начиная с разворачивания WordPress. Конечно, можно, допустим, вы можете это локально себе хранить, а потом через local его, например, такие же blueprints у них есть у плагина local, потом это делать. Здесь версию PHP пользователя, то есть вы можете там в том числе и настройки резервного копирования сразу клонировать, если вам надо, что они будут похожи, какие плагины вам нужно установить и так далее. К примеру, если дополнительно к тому, что вам нужно, что-то еще дополнительно поставить, вы опять же можете сюда ставить ту же команду и пожалуйста. Я сейчас это не буду делать, потому что у меня уже готов полностью мой сайт, который необходим, со всеми настройками, и который я там, допустим, раз в месяц захожу и обновляю, все. И он мне всегда в актуальном состоянии. И, как видите, сколько там, секунд 20 на то, чтобы его развернуть, и он у вас уже готов. Он сейчас его начнет создавать. И вы приступаете к работе. И все. Это очень удобно, быстро. Это мой выбор работе. Да, конечно, Blueprint с настройками я, может быть, буду использовать для каких-то вариантов тестовых, но я не хочу тратить время на настройки, потому что реально вся настройка того же Брикса, настройки ACF, настройки полей у меня уже созданы всегда уже заранее. Option page у ACF настроены определенные поля и так далее. То есть все оно готово. Если я что-то по будущему модернизирую, я это модернизирую, он меня, соответственно, я могу быстренько это развернуть. Как видите, это одно из решений, которым, к примеру, я могу поделиться, как я это использую. Я в будущем запишу, меня уже несколько раз спрашивали, я запишу в будущем видео из того, допустим, возьму какой-нибудь стек с WooCommerce, Brix, Advanced от которого я хочу отказаться. У меня там он с Automatic CSS, тоже, скорее всего, возьму, откажусь. И покажу, как это я быстро все разворачиваю. Видите, все готово, я могу уже работать, у меня все настроено. Даже лицензии у многих плагинов переносите и автоматически активируются. Какие-то нужно заново только активировать. Это не 2 часа настройки, как видите, 2 минуты вы сэкономили кучу времени. Что еще? Здесь я вам уже все показал. Предыдущий мониторинг. Это я уже показывал журнал сайта, события, скорость страницы вы можете отображать. Сейчас я вам просто покажу. То есть вы можете проанализировать сайт, производительность вашего сайта. Как дополнительный ваш параметр, который вам будет отображать, насколько хорошо это все работает. Как видите, и
Вот, пожалуйста, ваша производитель, ну, и будет вся история после того, как вы запускали. Ну, вот сегодня 29.11 тут ваши будут графики в виде отчетности как и мобильного, так и компьютера. То есть вся SEO-оценка, лучшей практики. Ну, сайт пустой, соответственно, и все отображается. То есть тоже большой плюс. Ну, здесь доступ данных, если вам нужны SSH, SFTP, база данных, файловый менеджер. Здесь используется Tiny файловый менеджер. Ну, вы можете его включить, по умолчанию он выключен, и есть в глобальных настройках, что вы можете, допустим, чтобы он автоматически выключал. Ну, опять же, если у вас есть защита из браузера, вот еще не показала про это, тоже большой плюс, мы сейчас к этому вернемся, то чтобы он автоматически у вас отключался. То есть вы можете его включать и получать доступ. Ну, мы его сейчас включать не будем. Безопасность. Уже на уровне сайта. То есть сейчас мы все, что на уровне приложения рассматриваем. Ну, здесь вы можете либо 7G, либо 8G. Ну, 8G я давно использую. Я это делаю вручную каждый раз в HTXS, копирую файл. Ну, всего, если так взять, то есть каждая настройка, и в том числе и настройка 8G Brand где-то может заходить, то есть при запуске любого сайта для несколько часов. Тут вы все готово развернули, то есть у вас готовый blueprint сайта, развернули, включили себе нужные настройки, это автоматически тоже перенесется у вас. Если вам нужно блокировать всех e-ботов, к сожалению, пока нет возможности выбирать, каких ботов блокировать, каких нет, потому что есть и полезные e-боты, особенно, на dev, на разработке, то можно выключать. Если вы хотите кастомные конфигурации, вы тоже можете включить регенерацию, включить XMB RPC, он по умолчанию выключен для безопасности. PHP в каталоге загрузки, опять же, это не в данном случае, это в других стеках. Если вам нужно заголовки редактировать по безопасности, пожалуйста, тоже все здесь, никуда не уходить. И включить еще обязательно fail to ban непосредственно на уровне WordPress, а не только сервера. Это тоже большой плюс для безопасности. То есть он будет блокировать кто перебирает имена, неудачные попытки и так далее, спам, сброс пароля, кто приедет. То есть, здесь вы тоже можете улучшить свою безопасность своего WordPress. Базовая аутентификация, если вы хотите получать доступ только через пароль, чтобы полностью сайт был закрыт, и к нему нужно получить только пароль и через определенные пользователи команды, управление на IP, и настройка сайта, как я уже показывал, то есть там глобальная настройка, которую вы можете там настроить PHP, версию выбрать себе. Здесь вы можете выбрать время исполнения скрипта, input words, то есть размер сообщений, пост, масс и размер памяти, допустим, вы можете это все писать как вам угодно с продолжением сеанса, обновить его название сайта для удобства, чтобы вам он отображался теги. Здесь если что-то у вас там, допустим, бывает иногда вы изменили неправильно в папке права и записи, это все можно исправить конфигурацию PHP, можно сгенерировать заново конфигурацию, если залезли куда не нужно, то это все можно исправить одним кликом, то есть нажимаете запустить, и он это все восстанавливает. Бывают какие-то программы, которые, если вам нужно просто включить сайт, чтобы он был у вас внутри, но не работал, тоже одной кнопочкой, то есть это очень удобно. Я очень часто этим пользуюсь. Здесь по умолчанию, видите, крон стоит на уровне сервера, вы можете выбрать, чтобы меньше нагрузки было. Либо его вам нужно VP-крон, чтобы лучше всегда использовать. Не надо, видите, специально заходить, включать его, там идти VP-конфиг и писать в фаунсе, что крон надо отключить, потом идти сюда, здесь его настраивать, все работает из коробки прям сразу же. Это большое спасибо.
Если вам нужно тут же, тоже не надо в wp-конфиг включить откладку, и на странице журнала сайта вы можете все отслеживать. Ну, удалить сайт, ну и включить видимость с поисковыми системами, либо отключить. Ну, вроде бы все. Здесь есть дополнения, тут ничего на самом деле такого интересного нету. То есть вы можете там, как говорил, платно использовать доставку почты, ну, либо почту. То есть это я вам уже все, в принципе, показал по уязвимости, по всем. Ну, вот, допустим, вот менеджер обновлений, сейчас перейдем, тут вы увидите уже большое количество плагинов. Вот они все появились. И отображается, у кого есть обновление, вот оно, он вам его отображает. И также можете фильтровать, удалять и видеть, на каком количестве сайтов здесь что у вас установлено. Есть понятие белой этикетка, это платная. Если вы хотите, допустим, представлять клиентам услуги, тоже это пожалуйста. Ну и написать поддержку, создать тикет, либо через чат отвечать очень быстро и так далее. Ну и теперь давайте вернемся на их сайт. Скажу коротко, что записал в последнее время, когда записывал, осталось 18 часов. У них есть lifetime. На самом деле бесплатной версии более чем как достаточно для большинства. Ну, один сайт, один сервер, 10 сайтов, которые... Ну, там у вас не будет проверки безопасности, еще каких-то функционалов и бэкапов на стороне сервера. Ну, вы можете их настроить на стороне WordPress, как и всегда делаете с другими панелями. У других панелей это тоже бесплатно, ни у кого нету. Все есть. Ну, у фаст-панели это есть. Ну, у остальных этого нету, и там нужно либо платить, либо это, ну, делать на стороне WordPress там, с помощью плагинов, WP-Vivit и так далее. Как видите, этот инструмент заменяет вам много-много-много этого. И у них есть, когда сейчас lifetime сделка, потому что она у них была только на моменте запуска, все время они его по подписке, на самом деле стоит очень дешево по подписке, ну, если вы все-таки хотите купить раз и навсегда, то у нас 5 серверов стоит 339 долларов, если на 10 749, ну, 100 сайтов 3599 и так далее. Ну, либо вы можете использовать это по подписке, либо если вы у них берете сразу сервер, то вам панелька автоматически дается бесплатно. И, в принципе, цены сильно не отличаются от поставщиков того же Vultr и так далее. Они предоставляют их по Vultr. Так как просто Vultr им дает, скорее всего, процент скидки за опта, поэтому, соответственно, они все равно на этом зарабатывают и дают вам панельку бесплатно. Ну, а так, эта цена тоже очень довольно хорошая, и в плюс вы еще там предоставляете, получаете, видите, свой хостинг, сколько он стоит, вы можете, грубо говоря, бесплатный план на один сервер 10 сайтов, у вас он будет бесплатно постоянно. Ну, либо за $5 в месяц вы получите 5 серверов и безграничное количество сайтов. Это очень удобно, сколько он вам сэкономит времени. То есть для старта, то есть это от 1 до 5 серверов, это более чем достаточно. А у меня на сегодняшний день, то есть даже если вы только не занимаетесь профессионально этим, то есть я покупаю сервера с большим местом, с большим количеством дискового места и по памяти, то есть я беру бэкап и его использую. Профессиональная версия стоит от $4, ну и так далее. Я все ссылки, в том числе я присоединился здесь к партнерской программе, то есть мне будет небольшая комиссия, если вы будете покупать через мою ссылку, мне будет приятно поддерживать небольшой канал, ну, не обязательно, это выбор ваш, то есть я делюсь этим инструментом, потому что мне он на самом деле очень нравится. Для примера потом могу показать вам тот же сервер аватар, флеш-панель, который у меня есть, но на сегодняшний день, ну, это тот инструмент, на котором я буду использовать постоянно, скорее всего. Ну, как я уже говорил, то есть здесь это экономит вам время. И почему бесплатно? Да, они экономят ресурсы сервера, как я уже говорил ранее.
Это экономия ресурсов и экономия вашего времени значительно больше, которое стоит значительно больше, чем те же $5 в месяц. Опять же, либо тут же Lifetime можете купить и получить скидку на всю жизнь себе уже иметь сервера. Да, ценник не маленький, если посмотреть, то если разделить то количество, сколько здесь, допустим, 5 серверов, 399 и стоит $5 в месяц, то сколько лет вам нужно на это окупаемость? Ну, это все равно выгодно, если вы планируете, как видите, то есть от 1 до 2 лет оплаты ежемесячно вы окупаете этот сервер на всю жизнь. Через 2 года он уже, считайте, вы тратите бесплатно, ну, помимо серверов. Я в основном, как уже говорил, использую те же неткапы, у них отличные сервера, есть CRM, кстати, как уже говорил, Cloud поддерживает его root сервера, я беру в основном root сервера, ну, иногда свободно обычный VPS. Что это значит root? Вы получаете не виртуальные памяти и не виртуальный процессор, как вот здесь, допустим, вы получаете, к примеру, ну, вот здесь вы получаете 4 процессора и 4 памяти, 4 ядра, они виртуальные. То есть, на самом деле, один реальный разделили на 10, или на 20, или на 40, ну, неважно. А там вы получаете от реального процессора реальные ядра и получаете память, ну и так далее. Здесь очень демократично, хорошие цены, все работает замечательно. Как видите, то есть 256 гигабайт это очень много, 5 месяцев и 4 ядра получается. Ну, я вам могу скинуть промокоды на эти сервера, то есть если вы хотите, у меня есть тоже программа партнерская и есть промокоды, по которым я предоставляю свои скидки непосредственно вам, вы можете их просто применять и получать, допустим, если брать обычные вот эти сервера, 1 месяц бесплатно из года. На какие-то сервера будет давать вам, допустим, на тот же root сервер из года вам даст 2 месяца бесплатно. Конечно, я не могу на все сервера давать, ну, вот это самый такой популярный, я его использую, ну, многие знакомые. Ну, если вам что-то нужно помощнее, то, пожалуйста, все это возможно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, я буду писать название сервера и под ним будут промокоды. Если вы забираете какой-то промокод, пожалуйста, пишите в комментарии, копируйте этот промокод, вставляйте, что вы его забрали, потому что один промокод, каждый промокод действует на один сервер. И если вы его уже активировали, то он дважды работать уже не будет. К примеру, давайте вам покажу. Сейчас возьму какой-нибудь промокод. Можно будет перейти на страницу, и он действует к определенному серверу. И здесь, если мы ставим промокод, вот ваучер, выбираете ваучер. Перед этим нужно просто зарегистрироваться. Не тот ваучер, подождите секунду. Вот он, Remain Code. И вставляйте сюда. Вы можете зарегистрироваться, получите там 5 евро ваучер на следующую покупку, если хотите. Ну, либо вот использовать при первом, лучше вот такой промокод, вы получите, как видите, сразу. Видимо, этот уже использован сервер, то есть он, соответственно, уже бы его вам показал, на какой сервер он будет действительно. То есть этот уже промокод использовали. То есть у вас в корзине будет отображаться этот сервер и будет указано, что у вас действует на него скидка. Сейчас, кстати, Черная пятница, есть некие распродажи, он увеличивает, у них часто бывают скидки, вы можете подписаться у них в телеграм-канале. Ну, видите, у них вместо 10, то есть сумма та же, только вместо 256 гигабайт они вам дают 512 гигабайт русской диска. Это на Черную пятницу. У них на самом деле в течение года очень часто акции. И я время от времени под какие-то акции перехожу с одного сервера на другой, либо докупаю себе дополнительные сервера. Мы хотели показать, я вам еще по другим серверам, давайте уже, чтобы закончить то, что мы запускали, здесь была какая-то... ему нужно перезагрузиться, пишет. Ну, давайте перезагрузим его. Нажимаем сервер, можно было его оттуда, ну, допустим, давайте перезагрузим сервер. Вот он, видите.
Обновление безопасности есть, и ему нужно просто перезагрузить. Потому что некоторые иногда хостинги устанавливают довольно старые пакеты, и чтобы вам вручную не заходить и не обновлять вашу Ubuntu, то здесь, видите, он сам вам автоматически все сделает и вам покажет. Это тоже большой плюс. Ну, естественно, да, есть это, нужно еще перед тем, как устанавливать на другие панели, заходить сначала через терминал и обновлять все пакеты, а потом только это. У Netcap у них всегда обновленная версия, и еще ни разу не было ни одного пакета, который мне приходилось обновить. Ну, сейчас он уже готов. Что у нас здесь? Сайтов нет. Ну, давайте мы хотели развернуть приложение в один клик, допустим, N8N. Это очень популярно сейчас, все это используют. Вы можете продавать клиентам установки на своих серверах, пожалуйста. Ну, пусть будет N8N тест. И, допустим, пусть на их подомене будет порт, все оставляем, нажимаем далее. Ну и сейчас будет установка. Он установит автоматически все, что необходимо, и базу данных. N8N, он уже будет потом в будущем у вас полностью обновляться с помощью админки, нажимать на достаточно одной кнопки, настроить Nginx, настроить SSL, протоколы и так далее. То есть все из коробки, не нужно будет вам мучиться. Ну, хотя сейчас большинство это уже предоставляют, но все равно это удобно. Все где-то лучше, где-то хуже и для удобства. Особенно для тех, которые далеки от DevOps, многих это пугает. Командой Linux работать с черным экраном терминала. А здесь делается все кнопками «Создай сайт», «Включи SSL», «Сделай бэкап», и все понятно, и все видно, и не нужно париться. Ну, если сравнить с обычным шарит-хостингом, ну, к сожалению, серьезные сайты вы не сможете на них поддерживать. Они будут тормозить, и либо шарит-хостинги стоят уже такие очень-очень дорого. Так называемые управляемые WordPress-сайтами, они стоят там 50 и 70 долларов в месяц за один сайт, и причем ресурсов будет значительно меньше, чем здесь вы можете, и возможности. То есть там каждый чих стоит денег. Установка завершена. Как видите, все готово. N8N у нас развернут. И здесь есть настройки непосредственно под N8N. Это окружение. То есть, какой Node.js сейчас используется 20, ну, вы на странице это можете переключить, я вам уже показывал. Ну, и сделать определенные настройки, если вам нужны. Ну, и обновления. То есть, это для обновления среды. То есть, если есть сейчас текущее, но, опять же, он может вам показывать, видите, все актуально. Если нужно, то есть обновить, то вы, соответственно, обновите. Также вы можете делать бэкапы. Все, в принципе, остается. Это то, что относится непосредственно только к N8N. Есть те же узлы ремонта, вы можете восстановить процессы PM2 и переконфигурировать их, config.js, перезапустить процессы. То есть все, что вам необходимо для полного функционирования и отсутствия проблем, то все это работает. Ну вот и перейдем, соответственно, как вы видите, приложение готово, вам нужно просто установить как владельцы первый раз. Зарегистрироваться и можете пользоваться уже сертификат, все работает, и в будущем вы можете это все обновлять. И, к примеру, что мы хотели, ну, давайте, ладно, последнее это, если уже столько времени мы потратили, давайте просто запустим какой-нибудь стейджинг у этого сайта.
Клонировать, отключить события и где надо быть, наверное, провалиться внутрь, чтобы включить стейджинг. Резервное копирование. Он, скорее всего, может еще как-то называться иначе. Нет? Пап. И, к примеру, давай, где это было? Вот он сайт. Ну, давайте перейдем на уровень. Да, я не пользовался, поэтому я не ставил ни разу еще стейджинг. И у меня как-то по сравнению с Added-хостингами, которые приносили вечный панель, вот общая панель, где вы будете видеть сайты ваши для удобства. Как я уже говорил, можете каким удобным способом их отфильтровать. И, к примеру, где у нас стейджинг? Клонирование. Копирование. База данных. Ну, это давайте оставим тогда уже на следующий раз. Итак, я уже, честно говоря, не могу говорить. Устал. 120 минут. Я бью вечные рекорды. Итак, давайте подведем небольшое заключение. То есть все ссылки на моей партнерской программе, если вы будете переходить, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. То есть все в описании будет. Буду благодарен. Это будет возможность нам поддерживать канал. То есть мы не используем спонсированные видео. То есть наша цель донести только значимые инструменты, которые есть и которые полезны на самом деле пользователям, не то, что хотят продать разработчики. Потому что инструментов очень много, и говорю, я пользуюсь и другими инструментами. Ну вот для сравнения хотелось поделиться этим, потому что сейчас Черная пятница, либо выгоднее можете использовать ежемесячно небольшие деньги по сравнению, сколько вы сэкономите времени. И также вы можете разработать демо-сайты для клиентов, показать им, как это будет выглядеть и как с этим работать. Что такое xCloud Host? Он демонстрирует, то есть зрелый подход к решению глобальных проблем управления облачной инфраструктурой. То есть он объединяет в себе и производительность стека OpenLightspeed, и гибкость Ubuntu, и Nginx, и платформа успешно конкурирует с огромными гигантами индустрии. Для профессиональных пользователей агентств он осуществит возможность вам снизить операционный расход. Без компромиссов скорости и безопасности. Также уникальный бесплатный тариф делает платформу идеальной для точки входа для новичков, то есть желающих освоить преимущества VPS-хостингов. Непосредственно на молодость продукта и некоторые вопросы по скорости поддержки, темпу развития функционала и внимания сообщества позволяют прогнозировать дальнейший рост и долю рынка, то есть как и в 2026 году, в 2027 и так далее. Настоятельно рекомендую попробовать. Начните с бесплатной версии, потестируйте, посмотрите, а дальше будет уже вами. В оплатах это отличная возможность инвестировать. Ну и в конце я также в описании добавлю промокоды с названиями. Если вы какие-то будете использовать, просьба их, я в виде комментариев добавлю там промокоды, и под ними, пожалуйста, там, если вы используете там какой-то промокод от NetCap, то, соответственно, пишите, что вы это использовали. Я буду время от времени добавлять новые, если вам интересно. Если вдруг все закончились, либо не работают, напишите мне, и я постараюсь вам создать промокод под определенный сервер. То есть они создаются под определенные сервера. Спасибо всем, спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, это помогает нам, как я уже говорил, записывать новые видео. Это тяжело, готовиться, записывать столько времени, рассказывать. Да, у меня может быть длинные. Может быть, постараюсь в будущем делать более короткие ролики, и сделаю обзоры на подобные инструменты в будущем. Спасибо еще раз всем и до скорого.
Жду обратной связи, если вы попробуете, скажете, как вам данный инструмент. Всего доброго и до свидания. Пока-пока.